Я вас приветствую в этих сибирских джунглях. Сегодня рыбалка на интересном месте. Речной такой разлив, который несколько раз уже осушался, заполнялся. В общем, вода то приходила, то уходила. И вот сейчас такой более-менее средний уровень. И сегодня я решил выбраться на интересный такой вот момент, когда уже стоит жара практически неделю. И при этом малек. В такое время рыбалка не очень хорошая, потому что мальки днем и утром одолевают. Поэтому я сегодня на рыбалке с вечера. И будет она ночная, с захватом рассвета. Я думаю, будет прям крайне интересно. Смотрите, какое странное растение обнаружил. Не знаю, что это. Это оно. Да, тут видно прям совсем мель. Там уже солнышко садится постепенно. Скоро стемнеет, поэтому нужно раскладываться в перспективном месте. Здесь слишком много вот этой вот прошлогодней травы, потому что летом поздним все эти места это чистое поле, но никак не водоем. А сейчас вот еще с весны остался уровень. Вот такое вот интересное местечко. Тут вот идет глубина, там дальше кусты. Плещется, посмотрите-ка. Рыбка, ни души вокруг, только дикая природа, можно сказать. И такой довольно широкий разлив. Куда-нибудь сюда вот закидывать удочку 4-метровую. Я думаю, глубина будет 1,5 метра, может быть даже 2. Посмотрите, сколько кругов. Это вот малек, его нужно отсекать. И, конечно, днем он не дает покоя сейчас на рыбалке. А так вот такая вот тишина, красота, полный штиль. Чтобы ночью было мне хорошо, светло и с электроэнергией все в порядке для камер, для телефонов, сидеть долго, взял с собой вот такую вот станцию Art-Elf Energia 300. Я уже брал ее на рыбалку в лодку, надежно держит заряд. Я вот всю рыбалку прошлую заряжал себе камеру и телефон. До сих пор 97% осталось. Плюс есть фонари, которые очень пригодятся. Как такое дополнительное освещение. Поставлю сразу на зарядку камеру, а телефон на беспроводную зарядку. Долговечная литий-ионная батарея емкостью 72 тысячи мА, широко совместимая с различными приборами, а также 3 универсальных варианта зарядки. От розетки, от автомобиля и от солнечной панели. 2 порта DC, беспроводная зарядка, вход DC. Type-C выход и 3 USB выхода. Все эти выходы могут работать независимо и заряжать сразу несколько приборов. Также станция обеспечивает безопасность своей работы и подключаемых к ней устройств, благодаря встроенным системам защиты. Радует и устойчивость к непогоде, допустимый диапазон температур от -10 до +45. Станция эта, кстати, очень легкая и компактная, что делает ее максимально удобной для различных походов, рыбалок и вообще полевых условий. В общем, смело рекомендую вам эту станцию Energia 300 от Art-Elf по ссылке в описании. Не пожалеете. В общем, будет она стоять у меня здесь под рукой. И всегда будет идти заряд. Всей моей техники очень удобно. Всю ночь. Более чем хватит. Засыпал 2 пачки, 2 килограмма, то бишь, корма вот такого вот клубничного вперемешку с ванилью. Красный клубничный, желтый ваниль. Но очень важной частью, чтобы отсекать мелочь, станет вот такая вот кукуруза. Она идет вместе с коноплей, зернышками. Специальный состав для рыбалки летней. Это будет привлекать крупную рыбу. Она будет рыться, искать кукурузинки. Вот такой получается состав. Весьма интересно он смотрится. Выделяется на дне. Красный цвет вообще. По наживкам особо премудрости нет. Взял белых опарышей классических и классических червячков. Ну и дендробена еще у меня есть, крупный червь. 4 метра, карасямба.
карбон с кольцами. Максимально универсальная снасть. В общем-то, все как обычно. Катушка 3000 тут стоит. Леска прочная, 0,26. Проверенный комплект. Ага, глубина есть. Глубина 1,5 метра присутствует. Это очень хорошо. Сильно далеко кидать я не буду. Прям буквально под берег. Тут под берегом глубина такая приличная. Да, 2 метра. Может стоять кто угодно. Креплю его на кембрик, а этот кембрик на поплавок перо. Сверху просто насаживается и все. Все будет ярко видно. Вот таким образом светлячок цепляется спокойно и все работает. Все его видно. И закидываю. Единственное, может быть, нужно будет догрузить слегка оснастку, чтобы поплавок вставал нормально. Так, и вот эту камеру я тоже подключаю к USB. И все, посмотрите, мое спокойствие на всю ночь. Ух ты, поклевочка. Иди сюда. Ух ты, что-то хорошее. Вот так вот. Выложил мормышечку. Обалдеть. Вот она, рыбина. Уже, смотрите, почти стемнело. Кто такой? Ой-ой-ой, красавец. Тихо, тихо, тихо. Так, на меня пошел. Вот он, почти ночной. Как приятно. Как же обалденно он клюнул. Тихо, тихо, тихо. Спрыгал-то как. Вот он мормышечку хапнул. Полчища просто мальков. Вот они, наверное, корм быстро поджирают. Это уклейка, кстати. Она тут выпрыгивала на берег. Ночь приятная. Положил поплавок. О, неплохое что-то. Лещ. Это лещ. Ну-ка, иди сюда. На этот раз попался.
Смотрите-ка. Неплохой такой лещец. Вот он мормышку поднял, положил. Поплавок красиво в этой луже водится. Сейчас расклюется дальше по полной. Пучок опарыша и светящаяся мормышка. Так-то. Какой боевой. Ух ты! Это он. Это долгожданный. Вообще карась. Обалденный. Представляете? Выложил поплавок. Вот это неожиданно. Вот так ему понравилась мормышка светящаяся. Вся рыба, смотрите, ясь, лещ, карась. Карась здесь это максимально капризная морда. Его тут вообще тяжело на что-то выманить на удочку. И даже он соблазнился на вот эту вот капельку с опарышем. Вон как садок прет. Уже светает вовсю. Ночь была очень короткая. Буквально пару часов темноты. И уже, смотрите, как довольно светло, по крайней мере, без фонаря. Уже все видно. Так, ну что, точка заработала по полной программе. Давай. Уже прям очень любопытно. Тоже следующий клюнет. Вот. Здесь поклевка опять выкладывает. Иди сюда. Да. Опять что-то интересное. Интересное, да не очень. Вроде бы не карась. Ну тоже, смотрите, позарился на мормышку. Лещик. Тихо. Ну такого я отпущу. Пусть развивается до серьезных лещевых размеров. Ну вот что интересно, все поклевки выкладки. И каждая поклевка результативная. То есть реально поклевка рыба. Нет каких-то пустых особо движений или обманов. То есть такое ощущение, что вот именно мормышка отсекает мелочь, отсекает капризную рыбу. Так. Ого, это что такое? Очень мощно. Пошел. Хороший лещ. Иди сюда. Вот это да. Это прям пошел в разнос. Клевать-то. Где? Выплюнул. Ага. Прям в подсаке отцепился. Ну какой. Это уже мне нравится.
Такой за полкило лещик. Хорошо клюнул. Кстати, вот оснастка, к которой я все-таки пришел. Основная леска у меня осталась неизменной, 0,26. Но поставил здесь петельку, грузик 0,4 грамма, чтобы слегка утяжелить поплавок, потому что светлячок перевешивал. И поводок 0,18. И вот эта мормышка всю дорогу работает. Вот это я понимаю, рыбалка. Такой и отдых, и рассвет встретить, и прям вообще я очень доволен. И рыба клюет, и комары всякого разного калибра, всех мастей. Положил. Красавчик, красавчик. Так, хоть и небольшой, но этого я в подсак. Это не подлещик. Это я дождался еще вот такого вот долгожданного красотулю. Вот он, капризнейший речной карась. Невероятно приятно его вытаскивать в этом месте. Это просто неописуемый кайф. Вот все на опарыша. Пробовал я червя ставить. И вообще ноль. Просто вот не реагирует. Вот так-то было 97%, стало 92%. Всего лишь на 5% разрядилось, хотя станция эта всю ночь работала. Заряжала мне 2 камеры, телефон несколько раз, потому что идет постоянная съемка. Все это непрерывно. 5%. И это у меня еще компактная модель, которая на 300 ватт, а есть еще на 700, тоже черная станция энергия. Там чуть побольше разъемов, больше мощность, соответственно, вся. Это вот такая более походная, легенькая для моих задач, подходящая. И я очень доволен, вот реально в полевых условиях работает, и тут еще можно несколько суток сидеть в таком режиме. Полная неожиданность, конец лужи. Смотрю, там какие-то так слегка круги. Кинул прям в них. Поплавок лежит, мормышка на дне. Хватает, тащит. Вау. Ну вот сейчас ведет явно. Есть, есть, есть. Это что такое? Какой-то монстр взял. Вы представляете, что? Кто такой-то? Обалдеть. Так, он за ветку зацепился. Ой-ой-ой-ой. На мормышку. Что творится? Гигантский изян. Хорош, хорош, хорош. На лежачий поплавок хапанул мормышку. Вот это я попал. Вот это я решил прогуляться в сторону подводного леса от той основной лужи.
Кто-то его еще тут цапнул. Так, наверное, я его отпущу, такого езя, красавца раненого. Пускай. И ночь, и рассвет, и уже день. Эх, хочется дальше ловить крупняк. На этой рыбалке я в костюме Remington Fishing Great Take Black. Это универсальный костюм для разных условий. Такой настоящий демисезон. Для ночевки, для рассветов, для вечерних рыбалок самое то. Паропроницаемость 5000, водонепроницаемость 10 тысяч. Здесь стоит мембрана Climatic Pro. Черный цвет, интересный дизайн, съемный капюшон и ветрозащита. Множество карманов и удобная посадка. Все это отличный вариант для разнообразных рыбалок. И что немаловажно, на нем есть светоотражающие элементы. Ночью не потеряться. Рекомендую вам Remington по ссылке в описании, ведь это комфорт и качество, проверенное годами. Такое вот еще местечко. Рыба там ходит. Тут рядом. Проверить. Любопытно. Смотрите, как ведет. Есть. Вот она, рыбина. Кто? Да вот, пожалуйста, карась. Обалдел. Вот такой вот интересный участок лужи. И карасик. Чудесно вообще. Выложил, повел. Долго так клевал. Ну что, любопытно, конечно, что тут может еще клюнуть. Как красиво. Вот он. Еще один. Да приятно-то как. Ловите. Вот оно, карасевое местечко. Действительно. Кстати, летом еще появляется вот такая странная штука. Пена на растениях. И в ней сидит личинка, как правило. Да, вот она. И на них тоже клюет, кстати говоря. Что интересно, по воде идут постоянно какие-то пузырьки небольшие. Сначала кажется, что это малек прыгает. По итогу, на самом деле, это с деревьев капает. Собственно, с ив плачущих. И прям редкое достаточно зрелище. О, как и поклевки. Вот такие карасевые, красивые. Есть. Ну, как же здорово. Надо было, наверное, и ночью тут сидеть. Он бы тут клевал. Ну, кто ж знал, что уже к обеду, после ночевки, такое местечко выявится случайным образом. Решил прогуляться, называется. В конец лужи. Ну, кстати, этот небольшой карасик. Пусть идет отсюда. Так, ну тем временем черви даже уже кончаются. Лужа, как обычно, да, какая-то странная, непонятная. Еще и мелководная, заросшая. Но я закидываю удочку и ловлю здесь рыбу. Как это так? Смотрите, я ищу рыбу с помощью просто тупо глаз. Я смотрю с высокого берега, поднимаюсь желательно чуть повыше, в желтых очках. Они поляризационные. То есть, в принципе, через воду слегка видно. Бывает, прям силуэты рыб видны в таких местах. И особенно наблюдаю за всплесками, слушаю, есть ли где-то какие-то странные звуки. Здесь вот ива плачет, это был тоже странный звук. Но я еще увидел бульканье, то есть, что рыба именно прям подплыла к поверхности и что-то схватила. Все, это как бы верный признак того, что стоит попробовать как минимум. А если всплески еще крупные, так тем более. Лучше садиться сразу и вообще без разницы какая глубина. Там 20 сантиметров, полметра, метр.
Давай, иди сюда, иди сюда. Вы смотрите. Да такой прям бодрый. Я его аккуратно вывожу, он там как-то, наверное, слабенько зацепился. И хорошенький карасик. Черный. О, какой круглый черный. Прям широкий. Вот это карасямба. Конкретный такой. Красавчик. На червя ставил опарыша сейчас. Не хотел на опарыша он клевать. Только вот подавать червя. Вообще странно. Вроде одна и та же вода, а вкусы у рыб кардинально разные. Несколько раза 4 точно заряжал полноценно телефон на беспроводной зарядке. В разъемы были включены камеры непрерывно, микрофоны и прочие гаджеты для съемок. И вот уже время обед следующего дня. Ночевку она выдержала, осталось 86%. Для этой компактности это просто чудесный результат. Буду брать ее чаще. Вода прозрачная, прям видно, как прикормка тонет. Так, положил. Иди-ка сюда, красавец. Есть. Да приятно. Карасики. Так, куда там я тут станцию прилетел? Ну, карасик тоже чудесный. Ну, такой. Небольшой, конечно, но очень приятно. Клюет выкладкой. Ну вот, разловил мормышку в этой луже, в разных ее участках. Действительно, рыбалка порадовала. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих сериях. Всем пока!